Интеграция данных. В большинстве случаев в прайс-листах, предоставляемых поставщиками, содержатся значения, которые не соответствуют значениям вашего каталога. Интеграция данных предназначена для совмещения значений из прайс-листа с значениями каталога вашего интернет-магазина. Такими значениями могут быть название категорий, производителей, название и значение характеристик и тому подобное. Интеграция становится доступна только после разметки колонок в прайс-листе, так как только после разметки из колонок прайс-листа соберутся все уникальные значения и далее сгруппируются по вкладкам, разбитым по типам данных. На каждой из вкладок вы сможете увидеть все уникальные значения и привязать их к значениям вашего каталога. На вкладках у типов данных, которых есть значения на нескольких языках, значения сгруппированы во вкладке по языкам. Все строки со значениями разделены на два поля. В первом поле находятся значения из прайс-листа, а во второе вы можете внести свои значения или значения из каталога. В таких полях, как название категорий, производителей, название и значение характеристик и тому подобное, встроен поиск по вашему каталогу. Далее, чтобы наглядно понять логику работы интеграции, мы совместим несколько значений и посмотрим на результат интеграции. Итак, для начала мы видим, что в нашем прайс-листе есть колонка с доступностью товара на складе. Если мы будем нажимать на строки с разными значениями, то увидим, что в карточке товара доступность товара на складе отображается некорректно. Перейдем в интеграцию на вкладку с основными данными о товаре и найдем там значение из колонки с доступностью товара на складе. Как видим, у нас в этой колонке есть два уникальных значения «есть в наличии» и «нет в наличии». Далее выберем значения из каталога, которые соответствуют этим значениям из прайс-листа. После проверяем результат и видим, что теперь в карточке товара доступность товара на складе отображается корректно. Далее посмотрим на колонку с производителем товара. Как видим, названия некоторых производителей написаны полностью большими буквами, а некоторые с заглавной большой буквы. Перейдем в интеграцию на вкладку «Производитель» и интегрируем данные таким образом, чтобы названия всех производителей начинались с заглавной большой буквы. Посмотрим на результат и видим, что теперь все названия производителей загружаются в каталог с большой буквы. Далее посмотрим на колонки с категорией товара и видим, что у нас есть пустые значения. С помощью интеграции мы укажем, что все товары с отсутствующими категориями будут загружаться в категорию Sandbox. Перейдем в интеграцию на вкладку «Категории», найдем строку с пустым значением и укажем категорию Sandbox на всех языках. Проверяем результат и видим, что теперь все товары с отсутствующими категориями загружаются в категорию Sandbox. В итоге мы разобрали основные принципы работы с интеграцией данных.